Со второй попытки я смогла уехать от Славы. Мы провели вместе 2 недели, и теперь я еду одна в Монтану. Я проеду через парк Йеллоустоун еще раз, но уже на скутере и сама. А в конце меня ждет очень необычная встреча. Готова в бой? Придется. Грустно уезжать, но в то же время радостно и волнительно, потому что мое путешествие продолжается. Вот я въезжаю в национальный парк. Сейчас надо показать свою ID и карточку. В этом году я посетила больше 10 национальных парков США, каждый по-своему красивый. Но Йеллоустоун занимает в моем списке отдельное место. Я ничего подобного раньше не видела. Да, за 9 лет путешествий я видела и гейзеры, и вулканы, и цветные озера. Но это была лишь демо-версия Йеллоустоуна. Здесь природа развернулась вовсю. Из каждой горы, из каждого уголка поднимается пар, где-то он рычит, где-то выплевывает горячую воду, где-то просто дымится. И повсюду такие маленькие бассейны разного цвета. Все уникальные, все необычные. Йеллоустоун – один из самых больших вулканов в мире. И здесь находится половина всех гейзеров планеты, больше 500. Ну вот просто какая-то дырка в лесу. Вообще, ей даже незаметно. И из нее что-то бурлит. Я не ожидала таких масштабов. Тут отчетливо ощущаешь, что стоишь на гигантском живом организме и чувствуешь себя одновременно очень маленьким и незначительным, и в то же время частью этой планеты. Я еду уже целый день, и этот парк не кончается. И пахнет серой. Даже если нет каких-то гейзеров больших, отмеченных на карте, все равно сильно пахнет серой. То есть они где-то вот там в лесу, наверное. Я почти выехала из парка. И вот, наверное, это последний взгляд на гейзеры. Я в отеле, но живу я здесь бесплатно. Этот отель на букинге стоит $280. Это город Гардинер. И вот буквально здесь находится въезд в парк Йеллоустоун. Поэтому это очень дорогое, очень туристическое место. Но вот мне досталась эта комната совершенно бесплатно. Внизу еще есть такой мини-завтрак со всякими булочками и кофе завтра. Вид из отеля на горы. Вот туда я поеду завтра. А вон стоит моя Зума. Надо ее куда-то поставить получше. Историю, как я здесь оказалась, я расскажу вам чуть позже. А пока я пойду стирать вещи. Это первоочередно, у меня вообще не осталось чистых вещей. И пойду найду что-нибудь поесть. Вот, иду стирать все свои вещи. Все грязное. Сегодня день стирки. Вот такая обычная прачечная. Здесь можно поменять денежку. Здесь можно купить порошок. Очень нельзя было. Он там застрял. Ой, порошочек. Я иду искать еду из штанов, потому что вся одежда в стирке. Но сделаем вид, что это платьишко. Такой одноэтажный маленький городок. Одни отели. Кстати, я уже в Монтане. Я на своем скутере проехала уже 3 штата. По городу. А тут олени. Им, в общем-то, все равно, что я тут хожу. Да, олень?
хороший. Такие маленькие пятнистые. Да, ухожу. Я купила немного еды в супермаркете. Готовить мне не в чем здесь. Здесь нет микроволновки, поэтому хумус, лепешки, 2 яблочка, 2 яйца вареных, аж 4 булочки, но они были со скидкой, арахисовая паста. В целом вроде ни хрена не купила, а денег нет. Ну, полдела сделано, я одежду постирала, а чтобы посушить ее, мне не хватило 25 центов. Там нужно одной монеткой. И мне уже лень идти в магазин, что-то разменивать. Короче, попытаюсь высушить в номере, вроде жарко. Теперь мне надо найти место для всей этой одежды. Я вспомнила, что у нас есть кондиционер, поэтому вот. Сушим в домашних условиях. Сэкономила 2,5 бакса. Почему я живу в отеле бесплатно? На самом деле я тут по каучсерфингу. Это сайт, где можно связаться с местными жителями, остановиться у них на ночлег бесплатно. Им интересно познакомиться с иностранцами, показать свой город так, как они его видят и любят. А путешественникам всегда интересно познакомиться с людьми, которые живут там, где они путешествуют. Я написала парню, единственному хосту по каучсерфингу, который был в этом городке. Он согласился меня принять. Обычно он принимает гостей у себя дома, где-то на диванчике на кухне. Но так как я приезжала поздно, а он работает допоздна, еще позднее, он просто подарил мне номер в отеле. Он работает в этом отеле, но сегодня я его еще не увидела. Он сказал, что будет завтра на ресепшене на завтраке. Вещи высохли. Я сейчас заварю кофе вот из такого пакетика, который называется Пук. И буду думать, куда ехать, потому что я реально не знаю, куда я сегодня еду. Я могу оказаться там, а могу оказаться там. Так начался худший день моего путешествия, за которым последовала череда неудач. Но я об этом еще не догадывалась. Такие дороги абсолютно пустые. Вон там что-то уже хмурится. И мне это очень не нравится. Упала я с байка в первый раз. Неплохо приложилась башкой. Ну, хорошо, что шлем полный. Порвала штаны. Там, наверное... Да, там уже что-то... Но в целом вроде нормально. Поеду дальше. Ну вот, теперь не новая моя зума. Ни хера себе, я только сейчас заметила, как погнулась эта штука. Ого. И бензин немного пролился. Тут царапинки. Вроде остальных повреждений, других нет. Ну, теперь еще шлем поцарапанный. В общем, урок такой. Если вам кажется, что нужно выпить кофе, нужно выпить кофе. Я начинала уставать уже в том городе, но думала доехать 20 миль до следующего. И там уже спокойненько зайти в какую-то кафешку. Видимо, это было плохое решение. У меня руки трясутся от страха. Ладно. Хорошо, хоть ехала медленно. Отделалась я ссадиной на подбородке, болит. Глаз красный от ветра. Ну, ударилась я где-то тут. И сейчас в туалете буду чистить ссадину тут. Вот такой кемпинг бесплатный. Прямо в городке. Вполне приличный кемпинг. Тут уже очень много людей.
Тут очень ветрено и, кажется, пойдет дождь, поэтому я постараюсь побыстрее собрать палатку, а потом приготовлю что-то повесить. Все оказалось гораздо проще, ветер не дул. Так что буду готовить ужин. Ужин сегодня очень простой. Печь, лапша и тунец. Все, вот яблочко есть. Здесь ветра поменьше. Так что, надеюсь, все закипит быстрее. Я промыла ранку, залепила ее. Вроде здесь еще синяк, но это я увижу уже в палатке. Вроде отделалась небольшим стрессом. Какой хороший день сегодня. Я выспалась в палатке. Было немного холодно ночью, но я укуталась в спальник с головой и заснула. Соседи были тихие, никакие маньяки не пришли, но с одной стороны у меня вот лежал перцовый баллончик, с другой тут медвежий спрей. Что если бы кто-то пришел, ему бы это не понравилось. Ладно, тучек на небе нет, а это значит, что будет хороший день. Ну и как видите, это нормальный кемпинг. Вот там есть туалет, там место, где можно приготовить еду под навесом. Тут у меня был столик. Конечно, электричества, воды, тут ничего нет. И кемпинг находится рядом с главной дорогой. Там город, где-то 2 километра. Он длинный. Я планирую проехать сегодня около 150 миль. Наверное, это мой максимум, который я хочу проезжать за день и могу. А на следующий день мне предстоит примерно столько же до национального парка Glaciers. И там я встречусь с еще одним моим подписчиком. После падения немного страшно снова куда-то ехать. Но надо. Не жить же мне в лесу. Вот куртка с защитой, она хоть не и велика, но вчера при падении я нигде не поцарапалась, ничего не ушибла. А вот штаны подвели. Нужно заказать новые. Ну и все. Можно ехать дальше. Только я собралась выезжать, завела мотор, и начались какие-то очень странные звуки. Не знаю, где это, но придется распаковать байк и посмотреть под сиденьем. Батарея вроде там. Теперь... Я не знаю, почему это случается со мной, но я чуть не взорвала нахрен этот байк. Я замкнула батарею, аккумулятор. Все это вот такими вот искрами там искрило у меня под жопой. Хорошо, что я это услышала и тут же выключила байк. Теперь надо вот это вот все повесить обратно. Конечно, я сегодня уже не доеду, куда я собиралась доехать, но ладно, зато я не взорвалась. Ну, вроде работает. Я очень надеюсь, что просто не будет больше никаких проблем, вот серьезно. Началось
началась гроза очень сильная с молниями. Я ищу хоть какой-то шелтер. Я добралась до заправки. Абсолютно мокрая. Все. Насквозь. Штаны насквозь. Вот чувак поехал. Мы с ним мило поговорили. И он рискнул ехать дальше. А я не знаю. Погодка говно. Мне надо выехать хотя бы миль 30 отсюда, и вроде погода будет нормальная, но тоже я не знаю, насколько можно доверять всем этим прогнозам. Очень холодно. И лучше, наверное, переждать где-то в отеле, уже не рисковать. Я заселилась в отель. Тут есть спа, я обязательно туда пойду. Вот моя комната. Это Days Inn, обычный мотель сетевой. Комнатка маленькая, но нормально. Не знаю, почему у них никогда нет света на потолке. Главное, что тут тепло. Будет возможность поработать. Что у нас тут из окна видно? О, трава какая-то. Мне очень холодно. Я сейчас пойду в это спа. Дальше какие-то тучки вонючие, но по прогнозу вроде никаких дождей не должно быть. Я поднимаюсь в горы. Тут вот такой серпантинчик. Уже закладывает уши. Такие дороги я люблю, когда никого нет, в горах, где-то в лесу. В ближайшую неделю погода должна быть отличная, так что мне пока везет. Надеюсь, она и продолжится так, потому что начало Монтаны на самом деле было не очень вдохновляющим. За мной вот такое, ее назвали горой. Какие-то холмики, короче. Там нашли много костей маленьких динозавров, яйца динозавров. И, как говорит вон та табличка, погибли они при какой-то катастрофе. Возможно, это был ураган или извержение вулкана. И вон там палеонтологи находят очень много костей динозавров. Какие тут равнины красивые с этими горами на фоне. Начался ветер, он сдувает меня с дороги, поэтому я еду где-то 30 миль в час. Это, конечно, очень бесит. От этого устаешь, но зато дорога пустая. Я взяла кофе в каком-то магазине одежды. Тут всего одна улица, пара домиков. Я сейчас похожу, погуляю немножко. Тут супчик. И потом еще будет другая еда. Классный бар, единственный в городе. Это была реально американская порция. Я не могу двигаться. И сейчас я поеду искать какую-то реку с каким-то бесплатным кемпингом где-то вон там. Сейчас все покажу. Говорят, тут водятся медведи. Вот такой кемпинг. Тут уже есть люди. Очень чистый кемпинг. Тут можно находиться 14 дней подряд. И он находится в часе езды от Glaciers. Очень классное место. Там шумит ручеек. Вот моя палатка. Так, у меня просторно, кстати, когда я говорила, что тут можно стоять почти в полный рост, я не врала. Вот такой у меня дом сегодня. И вчера. Я уже поела, поэтому готовить ничего не надо. Буду просто наслаждаться вечером. Сказали, что ночью было холодно прошлой. Поэтому я уже подготовила вот кучу теплых вещей на всякий случай. Мне сейчас медведь дорогу перебежал. История повторяется. Еду к какому-то чуваку в лес.
А дальше меня ждала встреча с Вано, который путешествует по США в доме на колесах. Мы вместе пройдем 6 хайков в национальном парке Глейшер. Поживем в самом сердце гор. Наконец-то встретим гризли и даже прогуляемся рядом с лосем. А еще именно там я отпраздную 9 лет своего непрерывного путешествия. Здесь, стоя на леднике, я вдруг поймала себя на мысли. Я правда это делаю. В самом начале пути мне говорили, что надоест, что я вернусь домой через месяц или год, что нужно вначале завести семью, построить дом и карьеру, и что там еще кому-то нужно. Но годы в дороге научили меня простому. Страхи и желания чужих людей никогда не должны становиться твоими. И если ты идешь вперед, слушая свое сердце, дорога открывается сама. И я иду. Я перестала ждать подходящего момента и поняла, что он всегда сейчас. Кто-то говорит, что это побег от себя. А я знаю, что это возвращение к себе. К себе настоящей, счастливой, живой. Никто не обязан верить в мои мечты, кроме меня самой. Путешествие – это не километры. Это каждый прожитый день, в котором ты выбираешь себя.